Одинокий питбуль прятался в тени своей клетки, полон страха и недоверия. Он не знал, что всего один посетитель может навсегда изменить его жизнь и вернуть надежду. Это был Джош, который в глубине души также испытывал чувство потери после трагической утраты своего лучшего друга Макса. Все началось с того, что Джошу пришлось принять тяжелое решение — отпустить Макса. Уверенный, что его любимец будет в безопасности, Джош на короткое время оставил его во дворе, но не починил старый забор. И в этот момент распутался их неразрывный союз. Макс исчез в тот день, когда был за пределами видимости. Джош сделал все возможное, чтобы его найти, расклеил листовки, позвонил в приюты и активно использовал социальные сети, но все эти усилия оказались безрезультатными. Каждый день он просыпался с надеждой, что сегодня его верный друг вернется, и каждый вечер снова ложился спать с тяжелым сердцем, обремененным мыслью о том, как его любимец выживает на улицах. Спустя месяцы поисков в сердце Джоша образовалась пустота, которую невозможно было заполнить. Его жизнь без Макса стала серой и бесцветной. Он страдал от постоянной тоски. Воспоминания о том, как они вместе играли на заднем дворе, вместе катались в парке, делили каждый момент, будто это было вчера. Моменты, когда Макс забавлял его смешным поведением, пробуждали у Джоша улыбку. Но вот, остаться одному, не имея рядом того, кто разделял с ним радости и горести, стало просто невыносимо. Поэтому в один из серых и дождливых дней Джош принял решение пойти в приют. Он чувствовал, что не готов к новым отношениям, но понимал, что одиночество стало слишком тяжелым бременем. Когда он вошел в боксы приюта, его охватили разные эмоции, смешанные с надеждой. Он осматривал вольеры и сталкивался со смешанными чувствами. Радостью, когда собаки тянулись к нему, и горечью, вспоминая о Максе. Он мечтал, что сможет помочь другой собаке, так как понимал, как важно дать своим положительным эмоциям новую цель. Он обошел все вольеры, и, наконец, его внимание привлекло одно спокойное место. В углу вольера свернулось калачиком животное с похожей окраской, как у Макса. Несмотря на то, что эта собака выглядела испуганной и растерянной, в ней было что-то знакомое. Джош подошел ближе и увидел в глазах питбуля искры надежды. Когда их взгляды встретились, пес начал всхлипывать и протянул лапу к Джошу, словно узнав его. В этот момент сердце Джоша забилось быстрее. Он почувствовал, что это не просто совпадение, что между ними есть связь. Персонал приюта объяснил, что пес, которого звали Спот, очень трудно адаптировался к жизни в вольере и был в подавленном состоянии. Это напомнило Джошу о том, как и он сам чувствовал, потеряв Макса. Джош осознал, что отвечает за судьбу этого животного, и что у него есть возможность сменить жизнь не только себе, но и этому несчастному питбулю. Именно в тот момент у Джоша возникло желание взять Спота домой. Когда Джош вскоре решил забрать Спота, он почувствовал прилив надежды. Однако вместе с этим пришло и чувство вины. Он пришел в приют с намерением дать возможность другому животному, но вот вновь встретив Макса, он не знал, как поступить. Как бы то ни было, каждый нормально осознавал, сколько горя и печали эта собака перенесла. Джош не знал, сможет ли его сердце вместить еще одного питомца, когда его душа была так близка к тому, чтобы снова столкнуться с утратой. Но затем он вспомнил о множестве животных, жаждущих любви и тепла, и его решимость укрепилась. Когда Джош вернулся домой со Спотом, он не знал, чего ожидать от этой новой жизни. Спот, кажется, был в восторге, но через несколько дней Джош заметил, что он часто оставался в углу комнаты, отказываясь играть и обращать внимание на окружающий мир. Джош понимал, что не может спешить с его восстановлением. С каждой минутой он пытался завоевать доверие Спота и показать ему, что теперь у него есть дом, где его любят.
Время шло, и Джош заметил, как Спот постепенно начал выходить из своей скорлупы. Он стал проявлять интерес к играм, а его хвост иногда начинал подниматься от восторга. Однако Макс оставался в его сердце, и иногда он, казалось, наблюдал за Спотом с далекого угла, где и остался в памяти Джоша. Вскоре Джош также осознал, что не может снизить свои ожидания от самого себя. Его компаньон, Спот, постепенно начинал заражать его позитивом, и вскоре в доме вновь зазвучали смех и радость. Постепенно Джош понял, что хотя надежда и страх все еще переплетались, он проявляет все больше любви к Споту. Каждый день он работал с ним над обретением уверенности и привязанности. Он часто забирал Спота на прогулки и знакомил его с окружающим миром. Шаг за шагом их отношения укреплялись, и Спот все больше начинал доверять Джошу, как когда-то доверял Макс. С течением времени Джош почувствовал, что самоотверждение временем и забота о Споте помогли залечить некоторые раны его сердца. Но даже несмотря на это, не покидала мысль о том, что он все еще скучает по Максу и хочет подарить счастье еще одной собаке. Он задумался об усыновлении еще одного питомца, когда, наконец, его страх перед повторной утратой стал частично угасать. В один из солнечных дней, наполненных радостью, Джош с новым пониманием ушел в приют. Он чувствовал, что готов открыть свое сердце еще одной собаке и усыновить ее. Он стал активным участником процесса, изучая каждого пса, предлагая выбрать подходящего компаньона для Спота. Обсуждая свои чувства с работниками приюта, Джош узнал о втором питбуле, имя которого было Бруно. Бруно был энергичным и жизнерадостным, но с небольшой долей застенчивости. Джош понял, что именно этот пес стал бы идеальным компаньоном для Спота. Он высоко прыгал и весело вилял хвостом, излучая доброту и надежду. В момент, когда Джош впервые встретил Бруно, его сердце наполнилось радостью, которая давно покинула его. Он понимал, как важно на самом деле принести счастье другому животному. Так Джош привел Бруно домой, и вскоре между всеми тремя собаками установились крепкие узы. Джош с радостью наблюдал за тем, как Макс и Бруно становятся близкими друзьями. Их отношение становилось все более игривым и дружелюбным. Они с временами нежно обнимали друг друга, вовлекая Джоша в свои забавные игры. После их воссоединения Джош начала понимать, что его любовь и забота о животных могут сделать больше, чем он когда-либо думал. Он глубоко осознал важность поддержки и защиты обездоленных животных, что подтолкнуло его к созданию кампании в социальных сетях, чтобы продвигать усыновление и привлекать внимание общественности к проблемам бездомных собак. Кампания стала набирать популярность, и вскоре Джош начал получать множество сообщений и откликов от людей, которые стали заинтересованы в усыновлении. Он делился своими историями о Максе, Споте и Бруно, показывая, как важно открывать сердца и применить усилия для помощи животным в беде. Их трогательная история стала вдохновением для многих, кто, как и Джош, чувствовал необходимость в другом существе, чтобы создать счастливую семью. Кампания быстро стала успешной, получив поддержку со стороны других приютов и организаций, о которых он даже не подозревал. Это напомнило Джошу, что прежде всего он был не просто хозяином, а тем, кто может изменить жизни этих животных к лучшему. У членов сообщества также появилась возможность участвовать в усыновлении, что открыло новые горизонты для многих беспризорных собак. Теперь жизнь Джоша была полна счастья, да и сама идея о том, что он изменил судьбы других, наполняла его своим светом. В его доме царила дружба, забота о животных и взаимопонимание. Хорошие времена, которые пережили они с Максом и Бруно, распространили свои корни на многие другие семьи, готовые подарить новым питомцам надежду, любовь и теплоту.
Каждый новый день имел свое особое значение. Настало время, когда Джош не просто обретал новое счастье, но и осознавал, что его путь стал куда более важным не только для него, но и для животных. Он продолжал свою благотворительную работу, посвящая усилия не только Максу, Споту и Бруно, а всему сообществу, которое так жаждало любви. И вот, когда Джош вспоминал о своем старом друге Максе, он понимал, что не просто исполнил свою внутреннюю задачу, а нашел настоящее призвание, через которое он мог возвращать надежду другим. Его путь, ведущий через страдания и потери, стал светом для многих и, разрастаясь, подтолкнул его к тому, чтобы продолжать путь помощи всем собакам, которым так нужна любовь. Каждый вечер он вновь и вновь смотрел на своих любимцев, которые радостно резвились на дворе, и чувствовал благодарность за возможность изменить жизнь. Теперь рядом с ним были не только два верных друга, а целая история повторяющейся любви, день за днем освещающая их уникальный путь. Так у Джоша, Макса и Бруно началась новая глава в их жизни, наполненная благостью, заботой и светом, который они каждый день приносят другим существам, ожидающим своего шанса.